Toyota, это Mercedes, это Audi, Volkswagen. Ну, то есть электрокар вы тоже продаете? То, что на колесах, мы эти продаем. Сколько ты с нее заработал? Я слышал, что много есть мошенников, что не работает. И вообще могут машину вернуть назад в Дубай, да? Это средство самообороны? В крипте тоже принимаете? Да. Дороги класс, машина вообще шикарная. Как рассказать вам про фри-зону Дубая и про бизнес так, чтобы вы смотрели выпуск на одном дыхании? Показать вам крутые тачки стоимостью сотни тысяч долларов, взять интервью человека, который живет здесь уже 9 лет и каждый месяц продает по 200 автомашин. Это видеопроект Вверх, с вами, как всегда, Виталий Черясов, и сегодня мы отправляемся во фри-зону Дубай Автозон. А это значит, что вы увидите выпуск стоимостью в миллионы долларов. Ну что, готовы? Поехали! Где могли продать автомобильный номер за 9,5 миллионов долларов? Конечно, в Дубае. И сейчас я нахожусь рядом с зданием аукциона, где относительно недавно, в апреле 2022 года, состоялся благотворительный аукцион, часть средств от которого пошло на приобретение продовольствия нуждающимися. ОЭ всегда славились самым-самым. Это самая высокая башня, самый глубокий бассейн, самое большое колесо обозрения в мире. А теперь у них еще есть самый дорогой автомобильный номер, который входит в десятку самых дорогих в истории. Где еще такое могло произойти, как не в Дубае? Настоящая столица люксовых авто. И во многом этому способствует фри-зона Дубай Автозон. Расскажем о ней подробнее, а потом встретимся с человеком, который уже много лет живет в Дубае и делает здесь бизнес. Один миллион квадратных метров фри-зоны Дубай Автозон. Видели ли вы в одном месте такое количество автомобилей? Выбор здесь действительно просто колоссальный, и наверняка вы успели это заметить по первым вступительным кадрам, пока мы добирались до офиса героя нашего выпуска. Но о нем чуть позже, а сейчас я расскажу вам, где мы с вами оказались. Дубай Автозон, или сокращенно DAS, была основана в 2000 году. Ее задумывали как глобальную торговую площадку для автомобильной индустрии. И нужно сказать, что их планы реализовались очень успешно. Сейчас Дубай Автозон — это крупнейшая фри-зона в Дубае и одна из крупнейших автозон в мире, которая направлена на развитие автомобильной индустрии. Фри-зона нацелена на обслуживание покупателей и продавцов, поставщиков услуг, автомобильные компании, сервисные центры, автостраховые компании и, конечно же, трейдеров. Дубай Автозон расположен в стратегическом месте, в пределах легкой досягаемости аэропортов и порта Эмирата. Площадь фри-зоны около 1 миллиона квадратных метров. На сегодня она является домом более чем для 400 компаний, включая такие компании, как Boeing International Corporation, RMX и Emirates Post. Фри-зона Дубай Автозон является частью самой крупной фри-зоны в мире и самой старейшей фри-зоны в ОЭ Джебель-Али фри-зон, или сокращенно Джавза. О ней, кстати, я сниму обязательно отдельный большой выпуск. Компании, зарегистрированные в Дубай Автозон, могут продавать автомобили как на внутренний рынок, так и реэкспортировать в другие страны. Ну как же снимать выпуск про крутые тачки и не прийти в гости к человеку, который занимается продажей этих тачек уже на протяжении 9 лет в Дубае? Хайтмурат, привет. Привет, как дела? Да, все хорошо. Спасибо, что нормально. Кстати, именно у Хайтмурата я купил свою первую машину в Дубае где-то месяц назад. Езжу и прям наслаждаюсь, не знаю, дороги класс, машина вообще шикарная, так что тебе еще раз спасибо за это. Не за что. Всегда, пожалуйста, Да. обращайся.
Расскажи немного о себе, Хайтмурат. Хайтмурат Чараевич, генеральный директор и основатель Jiangsu SmartEdge International Trading Private Limited Company, зарегистрирован в Китае. JSTGC Building Contracting Limited Liability Company, зарегистрирована в Дубае и филиал в Абу-Даби. Zina Honey Limited Liability Company, зарегистрирована в Узбекистане. Компания Машин Базар, я основатель, меня Хайтмурат зовут, можно просто Мурат. Но мы вот как компания Машин Базар уже около 9 лет ведем наш бизнес в Дубае. И мы продаем новые автомобили, поддержанные автомобили. По лицензиям можем продавать автобусы, там, трайлы, спецтехники, мотоциклы. Как раз я тебе готовил все лицензии, все документы, чтобы ты верил, чтобы мы официальные, как бы, юридически работаем. Верю. Мы покажем нашим зрителям, да, потом? Я тебе отдам, потом отскан-копию можешь показать. Ну, в общем, мы, как компания Машин Базар, то, что на колесах, мы продаем. В принципе, все, что ездит, вы продаете. Да, начиная от легковых, заканчивая. Да. У нас вот один автосалон здесь, это Dubai Auto Free Zone, вот называется Carnation. Здесь продаем только новый автомобиль. Сейчас я парочку покажу. Здесь крузаки, вот, здесь Ford Bronco. Сразу бросается в глаза. Да, это зелененькая. Да, это Mercedes GTR AMG, вот, с двигателем B-Turbo, как сказать, это спорткар, вот. Ну, и такие эксклюзивные, но есть то, что пользуется наибольшим спросом. Например, вот я смотрю, здесь крузаки новые, да, у тебя? Да. У нас еще есть машина около 400, которая в пути мы покупали. Сейчас едет в Эмират. Ну, сам понимаешь, что пока дефицит действует, поэтому покупаем где угодно. И у Кореи, там, в Японии покупаем, в Корее, Мексика, Америка, Канада, там, Европа, везде покупаем. Так что сейчас здесь мы держим это как для образца. Основные количества у нас в порту Джебель-Али. Там у нас большая парковка ярд, и там все машины стоят. Супер. Слушай, ну, мой канал про бизнес, про переезд в другие страны, в том числе в Дубай. И, как правило, вот этот первый шаг сделать очень сложно, да, двинуться с привычной страны, да, с привычной юрисдикции, с привычных процессов во что-то новое. Вот как ты это преодолел? С чего начинался твой первый шаг? У нас была компания логистическая, то есть где я работал, где мы помогли людям отправить автомобили из Дубая в страны СНГ. Также принимали контейнер, который из Америки, делали таможенные очистки, также перенаправили. Ну это вот прям самое-самое начало. Да, самое-самое начало. Ну то есть у тебя уже, получается, бизнес в принципе был, когда ты сюда пришел? Да. А вот это, наверное, важно, да, отметить? Очень. Да. Вот потом был клиент, и, конечно, естественно, спросил автомобили, это есть, то есть, это почем. И начали открывать автосалоны, шоурумы, начали заключить договоры со всеми дилерами. Это Toyota, это Mercedes, это Audi, Volkswagen. Взяли дилерство, покупаем автомобили в оптом и также вот продаем. И у нас даже, знаешь, в чем плюс? У нас плюс комплексная работа. То есть, условно говоря, если ты приобретаешь автомобиль, то есть это подбор, переоформление все экспортные документы, правильно, я бы сказал, что очень важно и влияет на таможенное, на растаможку. Ну, то есть, если что-то сделал неправильно, там могут быть проблемы на растаможке и вообще могут машину вернуть назад в Дубай, да? Да, например? вот здесь я рассказал недавно, вот пришла 2 машины, были брокеры, ну, которые, не имея опыта, отправили машину, в конце обратились, говорят, у нас такая проблема, мы вот помогли. Ну, условно говоря, значит, покупаешь, мы сами оформляем все документы, организуем отправки, транспортировка со страховками, то есть в случае появления повреждения во время транспортировки мы несем ответственность за все. То есть ты покупал и все, ждешь машину у себя в стране, все, мы все оформляем и отправляем. Но вот если вернуться к первому шагу, часто спрашивают у меня, я уверен, что у тебя тоже, потому что у тебя богатая история проживания и ведения бизнеса, да, в Дубае. Ну, Дубай у всех на слуху, Дубай это такой раскрученный бренд, и все думают, что вот ты приедешь сюда, откроешь здесь бизнес, у тебя все пойдет, да, ну, например, те, кто уже решили сделать этот первый шаг. Вот твой личный совет и рекомендации на основе твоего опыта, как нужно правильно перебираться сюда и как нужно открывать бизнес здесь? Это у тебя должен быть опыт. То есть ты должен разбираться в этом сфере, то есть не занимайся теми, которые ты не разбираешься, да? Вот если ты разбираешься в автомобилях, это очень важно, то есть при покупке автомобиля ты должен знать, какой цвет нравится клиентам.
какой цвет интерьер нравится клиентам, какая комплектация нравится клиентам. То, условно говоря, ты купил машину, скажем, коричневый или желтый, а клиентам это не нравится, им нужен черный, а машина стоит месяц 8, не сможешь продавать. Допустим, это. Поэтому ты должен знать, ты должен быть экспертом, это раз. Во-вторых, ты должен учитывать тех факторов, кому ты будешь продавать. Потому что местонахождение Эмирата очень удобно. Ты можешь продавать в страну Африку, можешь продавать в страну Европу, также можешь продавать в страну СНГ. Потому что отсюда быстро доставляются автомобили. Вот выбрал, допустим, у меня клиент, допустим, из страны СНГ, то будешь туда и сориентироваться и покупать тех машин, которые им нужна. Вот и все. Ну, то есть, если так резюмировать, стоит открывать бизнес здесь, если у тебя уже есть какой-то бизнес в родной стране, у тебя есть опыт и понятная бизнес-модель, да, что ты будешь здесь делать. Нужен человек, который будет тебя сопровождать по документам, и это будешь ты. Ну и будет человек, который поможет тебе купить машину, например, такой, это будешь ты. С удовольствием. То есть тут очень важно, как правильно оформлять лицензию. Ну, да. В лицензии должно быть все activity, скажем, деятельность, которой тебе это нужен. То есть выбрал не ту деятельность, а зачем это тебе нужно, в лицензии это личная затрата. Потом аренда, значит, автосалона, именно в какой рынок, где есть дешевле. Дубай Автозон состоит сколько блоков? 4-5 блоков. Блок А, Б, С, Д. То есть есть блоки, которые люди не заезжают. Вот, то есть в этом случае надо, так, консалтинг компания, я бы сказал, чтобы все правильно рассказал и помог оформлять. Ну все, оформил, ты знаешь свою, значит, работу, купил автомобиль нужный, поставил и продавал. Вот. Полностью с тобой согласен. Расскажи больше о бизнесе. Вот, да, ты уже начал немного говорить, что вы работаете со странами СНГ, покупаете машины с разных стран, транспортируете также в разные страны, ну, в основном в СНГ, да? И здесь Дубай – это удобный хаб. А были ли какие-то сложности вот на входе? Ну, наверняка они были, да? Да, конечно. И с какими сложностями приходится сейчас сталкиваться? Например? Самая сложная на сегодня, всем известная ситуация, это оплата по банковский перевод. Есть некоторые банки работают, есть некоторые. Так как у нас официальная компания, мы заключаем договор купли-продажи и выставляем счет, и клиенты оплачивают. Вот. Затруднение в данный момент это с оплатой, но есть решение, конечно, клиент может приехать налично оплатить, также может по крипто оплатить или по банковский перевод. В крипте тоже принимаете? Да, все включено. Официально? Да, официально. Здесь все официально. Вот крипто, ты же недавно рассказал, что есть даже лицензии дают, правильно? Да. Ну вот. То есть вот, друзья, одна из компаний в Дубае, которая может принимать официально платежи в криптовалюте. Да, без проблем. Да, если это не так, мы потом вырежем. Шучу. Проблема может быть с платежами, да? То есть сейчас, в принципе, со спросом проблем особых нет, да, насколько я понимаю? Но в Дубае большая... Ну, у тебя точно. У меня, ну, пока я стараюсь покупать машину, чтобы не было у меня дефицита, когда клиент спрашивает, есть ли эта машина, чтобы я должен как бы продавать им. Стараюсь, но дефицит видно, потому что раньше, смотри, вот компания Toyota вез в месяц, они сюда привезли в количество там 9 тысяч машин в месяц. А сейчас мы заказываем, скажем, 1000 машин, а получаем всего лишь 100 или 200 машин. Получается, спрос, в принципе, превышает предложение. Да, потому что производители сокращают производство, либо это COVID, либо это нехватка, значит, недостачка комплектующих запчастей и так далее. А в связи с дефицитом видно, что мало количество автомобилей поступает, но, по крайней мере, мы стараемся заранее заказать и закупаться, чтобы обеспечивать клиентам автомобилями. Сколько сейчас оборот машин в месяц у вас в продаже? В данный момент мы продаем около 200 машин. Именно это новые машины? Это новые машины, если мы говорим о странах СНГ только. А у нас еще в пути, как я уже сказал, порядка 400 машин. Ну, итог, оборот у нас там где-то порядка 800 машин в месяц. Это очень Также много. у нас есть автосалон «Поддержанный автомобиль», это в Шарже Industrial Area, где там закуплены машины из Штатов, из Канады, которые с аукциона. Тоже приезжает с повреждением, мы там восстанавливаем, либо в таком же виде продаем. А почему вы разделили здесь новые, там БУ? Потому что это удобно. То есть, где поддержанный автомобиль, что тебе нужен? Тебе нужен шап,
где быстро можешь ремонтировать автомобиль, тебе нужен автозапчасти, которые продают поблизости. Они все находятся именно в Шардже, в Industrial Area. И там вот, ты купил запчасть, ты отремонтировал и вот поставил. То есть сокращаете издержки, да? Да, все да, вот эти. да. Я понял. А маржинальность бизнеса какая? Вот, например, ты купил там, я не знаю, вот такой крузак, Да. продал, сколько ты заработал? Ну, тут, знаешь, очень много факторов влияет. Во-первых, раньше мы покупали машину намного дешевле. То есть цена на рынке растет, и, понятно, растет себестоимость. Понятно, что сейчас топливо подорожался, ты сам знаешь, все на электричках ездят. Да. Корабли, которые до этого, например, взяли за перевозку, скажем, $5000, а сейчас они взяли 7000. То есть логистика растет. Да, логистика растет и себестоимость растет. Но если в среднем сказать, маржинальность от стоимости 8-10%. Ну, в принципе, нормально, адекватная маржинальность. Друзья, я хочу, кстати, поделиться. У Хайтмурата есть очень интересный канал на YouTube, где он делает обзоры машин, автомобилей, которые продает его компания. Так что у нас есть уникальная возможность сейчас получить обзор машин, на которые ездит сам Хайтмурат, и получить мастер-класс, как он это делает. Я, кстати, обзорами никогда тачек не занимался, вот сейчас у тебя как раз научусь. Пойдем прокатимся. Крутая тачка у тебя, Хайтмурат, расскажи. Спасибо, спасибо. Ну, на данный момент это у меня Bentley Continental GT, который здесь V8, 4 литра B-Turbo Charger, то есть который выдает порядка 542 лошадиных сил и 770 ньютон-метров крутящего момента. С 0 до 100 разгоняет 3,9. Какого года она? 2015 года. То есть здесь пробег 48 тысяч километров всего лишь. Автомобиля было один владелец, чистой историей. И все, я его купил. И далее есть уже клиент, кстати, покупатель. Давай я тебе еще покажу, какие машины у нас здесь стоит. Это в данный момент большой спрос на крузака. Я смотрю, крузаков много. Да, крузак 300, это 70-я юбилейная версия, ZX1, ZX2, европеец, араб. Есть GR Sport, это отдельная комплектация. Есть у нас Ford Bronco, всякие разные пикапы от Toyota. Это Hilux, то же самое 2.7 бензин, 4-литровый бензин. Lexus RX, есть, кстати, европеец, тоже недавно привезли, это 300-й. 350 и 450 гибрид. Далее вот Mercedes ты сам видел. Электричка у нас также есть, это от Toyota и Zoya, также Volkswagen, ID3, 4, 5, 6 и Mercedes, и Audi, разные электрички. Сколько сейчас здесь машин? Здесь примерно 20 машин, это я как сказал, как образец. Вот, клиенты приезжают, мы показываем вот такая комплектация с такими опциями. Основное количество, она стоит уже в порту. Оттуда мы оформляем документы, быстро грузим, отправим. Там ВИН-кода, все у нас есть. Я, кстати, я же из Казахстана, и у нас там национальный автомобиль, это вот Land Cruiser. Я думаю, тем, кто смотрит нас из Казахстана, будет интересно больше узнать именно об этом автомобиле. Сколько он стоит? Какие здесь у тебя есть комплектации? Можешь поподробнее рассказать? Ну, давай, я тебе скажу сразу. У крузака 300 есть 3 разных двигателя. Первый это 3,3 литра дизель, двойной турбированный, потом 3,5 новый двигатель, это бензин, двойной турбированный, также 4 литра атмосферный. Вот, потом у каждого двигателя есть разные комплектации. 4-литровый сколько стоит? 4-литровый от 82 до 88 тысяч долларов на сегодня примерно. Но она была, я тебе скажу так, она была 62 тысячи долларов, ну, месяц 4 тому назад. Сейчас, сам знаешь, поднялся, подорожался, и также цена растет. Ну, в принципе, цена. Да, хорошая цена. Достаточно адекватная. Вот. Что касается 3.5, там тоже есть разные комплектации, но самый полный фарш, максимальная комплектация, это на сегодня 110 тысяч долларов. Это, получается, какая-то такая суперлюксовая комплектация, Это 70-я юбилейная версия, европеец, это JBL аудиосистема, проекция на лобовое стекло, задняя дверь с движением ногой открывается, там хромированные колеса, со всеми опциями полный пакет. Это в России или в Казахстане называется 70-я юбилейная версия. Да, здесь она называется как VX. То есть разные страны, комплектация называется по-разному. Вот. А как ты определяешь, вот, какой тебе цвет выбрать? Я смотрю, здесь они в основном черные. Ну, знаешь, у нас есть отдел продажи, мы каждый месяц делаем итог, то есть сколько спроса был на какую машину, с какой цветом, допустим, с какой интерьером. Исходя из спроса мы закупаем дальнейшие автомобили. Просто даже по цвету понятно, что этот автомобиль пойдет на экспорт. Здесь да, и на СНГ. Здесь с черным цветом нереально
А вот это вот беленький нормально. Да, поехали, я тебе покажу, где у нас люксовый автомобиль. Там, где Кулинан, Госты, Погнали. там, да, Роллсы. Поехали. Вот эта тачка очень нравится, они по Дубаю ездят, их не так много, но они есть. Расскажи о ней, вот что-то вылезло. Да, это Rolls-Royce Cullinan. Данный автомобиль, цвет, вот этот цвет начали, кстати, с 2021 и 2022 году. Это называется цементный цвет. Это на английском narrow grey. И я хочу тебе рассказать, вот это летящий леди, вот это называется, да, под заказ делается. Есть серебро, есть бронза, есть полностью карбон. Это серебро? Это серебро. Настоящее серебро. Настоящий, да. От вампиров. И есть золотистый. Вот. Видишь, когда ты закрываешь автомобиль, он автоматически, чтобы никто не украл. Ну да, если он из драгоценного Да, металла. или то- ты, когда ты дергаешь его вот так, он автоматически закрывается. То же Ну-ка, самое. подожди, давай попробуем. Не работает. Укрылся, видишь? Это противоугонный. Да. Вот. Работает. Работает. Но здесь это полная фарш-проекция на лобовое стекло, обзор 360 градусов, пневмоподвеска. Более того, идем, я тебе салон покажу. Здесь красивые современные фонари, огромные 22 размера колеса, понятно, вот камера, видишь, все здесь есть. Один плюсов, видишь, ты же водитель. А, как открыл, так и держит. Да, как открыл, так и держал. Ну, у тебя же Майбах Мерседес, видишь, у нее 2, 3, 4 позиции определенно, а здесь того нет. Ну-ка. Ну, еще раз. Да, у нее автоприсоска есть. Когда ты сядешь, нажимаешь кнопку, она автоматически закрывается. Это не проблема. Теперь, смотри, здесь салон, все делается под заказ. То есть свет сиденья, свет консоли, свет потолка, свет вот это. Здесь звездное небо, массаж сиденья, бар, где ты можешь там наслаждаться. Теперь задний салон я тебе покажу. Открываешь, это большой плюс, начнем здесь. Как обычно все обзорщики показывают. Опа. Тяни вот этого. Ну-ка. Это средство самообороны? Нет, это, Зонтик, да, я понял. Слушай, ну в Дубае он не очень актуальный, если только от солнца. ну это от жара может и как бы прикрываться. Очень круто. Я впервые такое вижу. Все. Теперь давай сядем в салон. Я не знаю, если я Ну, сяду, так. мне кажется, я не захочу вылазить отсюда. Отдельно раздельное капитанское кресло с атаманками, массаж, у тебя шторы отдельные здесь, и там у тебя бар, там для напитков. Это сзади, вот там. Чуть вверх еще, а там, да, там рюмочка, там стаканчики, все. Плюс это охлаждает. В общем, Да, это с холодильником. я не знаю. Это отдельный, когда сейчас заведешь, здесь отдельный стульчик. Вот. В общем, Можешь когда... снимать здесь сколько звездное оно, небо. Сколько оно стоит? Но это зависит от комплектации, опять-таки. Есть Ну, вот это комплектация конкретно очень сколько жирный. Кстати, я делал полностью обзор, и где я рассказал о стоимостях, о комплектациях, в чем отличие между комплектациями и как доставлять. То есть в моем YouTube-канале я обычно рассказываю об автомобильных рынках в Дубае. Я обязательно оставлю ссылочку, можно будет посмотреть этот обзор, ну и другие в том числе. Ну давай я тебе еще вкратце покажу. Это Maybach 2022 года S680. Здесь V12, порядка 621 лошадиных сил. Да, очень здесь, круто. да, здесь видишь Digital этот light, это лазерные передние красивые современные фары, проекция, ну со всеми опциями, да, для бизнес-класса. Здесь один момент, когда Maybach покупает, это спрашивает заднее колесо, на сколько градусов она поворачивает. То есть оно вместе поворачивается перед ним? Да. Есть 15 градусов, есть 30 градусов. То есть при покупке или продаже обязательно надо в этот момент уточнить, и все. В чем смысле? 30, наверное, дороже, да? 30, да, тут чуть дороже. Кто покупает такие машины? Ну, это обычные предприниматели, Бизнесмены. бизнесмены. Далее, давай я тебе покажу. Это, кстати, новая пришла. У нас Audi Q7, Q5, еще RS8, да. У нас сейчас достаточное количество Audi есть в наличии. Вот эта машина буквально вчера пришла. Это 2021 год, Audi RS8, спортивный автомобиль, купе, двухместный.
Здесь V10 двигатель 5,2 литра, который выдает порядка 600 с лишним лошадиных сил. Да. То есть, короче, на любой цвет и вкус ты можешь взять Да. Rolls-Royce, Maybach или спортивную тачку. Да. Спортивно у нас есть еще, знаешь, Bugatti, есть Макларены, есть Мазерати. Ну, это на складе, я тебе могу позже показать. Ну, да, чувствуется запах. Понравился? Новая Ну, тачка. некомфортно, скажи. Ну, Для молодежи, Я сказал. скажу так, в Rolls-Royce было гораздо комфортнее. Да. Так что если я буду выбирать лично сам, наверное, я выберу. Rolls. Но он высокий, он и комфортный. Далее чаще всего спрашивают, это Q7. Ну, это обычный, как бы скажем, бюджетный внедорожников из Audi. Это Q7, здесь есть 3-литровый двигатель, есть 2.4 двигателем, есть и с 2-литровым двигателем. Данный авто, 21 год, Q7, S-Line, 3-литровый, 4-дверный, 5-местный, такой полноприводный SUV. Тоже новый, да? Тоже новый, да, с нуля, без пробега. Здесь полный фарш, то есть, видишь, современные фонари, омыватель, парктроника, адаптивный круиз-контроль, со всеми опциями, панорамной крышей и так далее. Даже Есть, да, панорамная крыша. есть даже базовые, это там стоит синий свет, вот. Ну и если сравнивать с обычными бюджетными машинами, вот эти люксовые тачки, какие больше все-таки берут здесь? Процент 30 берут вот такие люксовые автомобили. Да, 70% обычно такие. На экспорт. На экспорт, да. Процент 70 обычно такие. Это крузаки, это всякие разные Toyota, и также вот такие Audi или Volkswagen, Touareg, Tiguan, такие классы, средние. То есть по стоимости, скажем, от 50 тысяч до 110 тысяч долларов. Вот этот, знаешь, диапазон цен чаще всего люди покупают. А какая вот в твоей истории такая самая дорогая, такая какая-то необычная машина, автомобиль, который ты продал? Это Rolls. Да. Это вот такой куля? Да, и было у нас G63 AMG, это спецзаказ с VIP интерьером, это там то же самое было, то есть не 5-местное, а именно 4-местное, отдельно раздельное кресло, там звездное небо, массаж с барами, со всеми делами. Сколько ты с нее заработал? Ну, это коммерческий тайна. Ну, хорошо. Ну, То есть такие штучные продажи, они позволяют, в принципе, хорошо заработать. это спецзаказ, да, конечно. Да. То есть мы можем также тюнинговать автомобиль по заказу, спецзаказ, также готовый, также стандартный, как из завода идет, такие же можем продавать. А я вот только одну, кстати, видел машину у тебя там, да, на той локации, электроавтомобиль. Уже есть разработки беспроводной зарядки авто. Видели в фантастических фильмах беспилотные автомобили, которые носятся по высокоскоростным дорогам? Так вот, здесь это уже реальность. Электромобили активно развиваются, и Дубай стал передовым городом в этой сфере. Электрокар здесь у нас даже есть, вот это вот он. да, ID4, это самый, скажем, популярный на сегодняшний день. С полной зарядкой 550 километров машина проедет. Заряжается она в течение полчаса. Быстро. Да, если это электростанция. Да. А если обычная домашняя розетка, то 7 часов. А стоимость всего лишь начинается от 39 тысяч долларов до 45. Тут зависит от комплектации. Есть, которые панорамная крыша открывается, а есть просто стеклянные, которые не открываются. Ну, то есть электрокар вы тоже продаете? Да. А твое вот, в принципе, вот такое мнение какое? Как ты думаешь, вот рынок автомобилей будет расти в сторону Электрокаров приобретения все-таки электрокаров? буду. Я вот своих сотрудникам уже собираюсь дать электрокаров. Ну, потому что бензин с вчерашнего дня уже вырос. 1 литр 5 дирхем с лишним. Ну, почти $2, да? Ну, вот сам знаешь. Поэтому намного выгодно. Это, во-первых, экологично чистый. Во-вторых, бюджетный, то есть недорогой автомобиль, 40 тысяч, да, и там 550 километров, это на 3-4 дня хватит. Конечно же, электромобили в этом смысле сильно дешевле, дешевые зарядки. Возле некоторых торговых и бизнес-центров они вообще бесплатны. В Дубае есть задача увеличить количество зарядных станций до 1000 штук к 2025 году. К тому же в июле 2022 года компания M-Glor Holding Group планирует выпуск первых арабских электрокаров. Сейчас мощности завода хватает на производство 10 тысяч таких авто в год. К 2024 году будут готовы основные мощности, которые позволят увеличить выпуск до 50-70 тысяч таких электромобилей ежегодно.
Ну а мощность, вот это, знаешь, как бы драйв. Он мощный, я тест-драйв Всё хорошо, сделал. да? Да, я рассказал в YouTube-канале, как она ведет себе, какие трудности, как определяет, как ведет, то есть комфортности и так далее. То есть она, несмотря здесь сильная жара, кондиционер отлично работает. Вот. И плюс вот у нас ближайший полицейский, вот эти бордюры хорошо как бы проезжает. И плюс батарея, аккумулятор, она как бы держит, сохраняет свою температуру. То есть, несмотря, все здесь боятся покупать электрички из-за того, чтобы сильная жара, да, может быть там какой-то технические проблемы, что машина сгорается. Но пока эти нет. Это было, знаешь, Tesla Model, как там называется? Да, я читал Tesla Model Да, S, вот сейчас по-моему, последним да? моделям Tesla случился, поэтому люди как бы пока боятся электрички. А так, она бюджетная и сейчас набирает оборот в Эмиратах. То есть сейчас в телевидениях везде показывает, и везде идет, в выставках даже показывают электрокаров. Ну, здесь я читал где-то, что платные дороги для электрокаров являются бесплатными. Или только для Теслы, я не помню. Уже нет. Уже нет, да? Уже нет. Это было. Была парковка бесплатна, и платный вот этот салик была бесплатна, а сейчас нет. Потому что их стало много. Их стало много. Это тренд. Да. Значит, он будет развиваться. Конечно. Но в целом, если подводить такие определенные итоги, заниматься автомобильным бизнесом в Дубае это выгодно. Это выгодно. Почему? Я Почему? тебе скажу. Потому что местонахождение Дубая – это раз. То есть ты можешь покупать, условно говоря, со стороны Японии, Китая, Корея. То есть быстро можешь доставлять сюда. Также со стороны там, Америки, Канады, Мексика можешь покупать. И из Европы можешь покупать, даже доставлять сюда. И отсюда ты продаешь куда? В страну Африку, в страну Европа, в страну СНГ. То есть местонахождение это очень удобно. То есть это да, выгодно. А теперь подробнее поговорим про то, как открыть бизнес Дубай Автозон и что для этого необходимо. Но для начала расскажу вам о преимуществах фризоны Дубай Автозон. Первое – это 100% иностранная собственность, освобождение от пошлин на импорт автомобилей, отсутствие каких-либо ограничений на количество ввозимых автомобилей, отсутствие валютного контроля, нулевые налоги на прибыль и, конечно же, особое отношение к своим компаниям администрации этой фризоны. В Дубае классно, ты можешь транспортировать, развитый узел, да, транспортный, море, авиа, ЖД, правда, нет, но я думаю, это решается за счет портовой отправки там, до Ирана, там потом может железной дорогой, да. А сама по себе фризона Автозон, Дубай Автозон, вот какие она дает плюсы и почему ты здесь? Да, ну, может, я не знаю, может, просто других мест нет, все именно поэтому сюда идут, или, может быть, она реально дает какие-то преференции? Ты знаешь, в Дубае очень много авторынков. И не только в Дубае, во всех Эмиратах. И в Шарджи, и в Аджмане, и в Рас-Аль-Хайме. Каждый Эмират свой авторынок. Почему в Дубае? Именно почему фризона. Все автомобили, во-первых, которые мы продаем, это без НДС, без налога. Я понял. То есть фризона позволяет вам продавать на экспорт, не заморачиваясь таможенными процедурами. Все правильно. Все правильно. Потому что все машины реэкспортные, и по-любому, когда ты экспортируешь автомобиль, ты должен платить 5% НДС. Правильно? Да. Вот. А здесь фризона позволяет экспортировать, то есть реэкспортировать машину, не платив вот этот 5% НДС. То есть получается, по сути, вот эти все машины, которые сейчас в шоуруме стоят, они стоят не на территории материковой части, да, Дубая, а стоят на территории фризоны. Это выставочный такой шоурум, который позволяет клиентам сюда прийти, выбрать и по нулевой ставке вам отсюда отправить. И поэтому дешевле здесь. И поэтому дешевле. Да. Это то, что дает фризона. А еще что-то, я не знаю, может быть, какие-то она проводит мероприятия, да, там совместные между всеми, может быть, еще что-то, какие-то, я не знаю, преференции. Сколько стоит вообще открыть компанию здесь? Смотри, еще один плюс – это оформление экспортных документов. Они помогают? Они помогают и очень быстро, потому что в фризоне прямо находится офис дубайской таможни, это Customs, Dubai Customs, и там ты в течение часа оформляешь техпаспорт и вывозной сертификат, куда будешь отправлять. То есть ты, условно говоря, клиент купил, и в течение полдня ты оформил все документы и все, машину отдал. Не будешь ждать 2-3 дня, пока документ будет готов. Ну, то есть оборачиваемость вот этих всех торгово-транспортных процедур, она ускоряется за счет развитой инфраструктуры, да? И онлайн-система в Дубае.
все в онлайне делает очень быстро и удобно. Если я пойду торговать с какого-то другого рынка, то есть я буду вынужден сначала оформить машину, поставить ее на учет, потом только продавать. Если на экспорт, то снимать с учета, это дополнительный как сроки, так и стоимость, да? Да. Все. Смотри, Понятно. когда мы импортируем в Дубай, мы оставляем определенный залог. Мы говорим, что эту машину мы будем продавать на другую страну, то есть это реэкспортное. И когда мы его экспортируем, наш залог возвращается. Вот. А когда мы его ставим в учет, тогда 5% налог платим и плюс 5% НДС. Все, я То есть понял. 5% Плюс взять 10%. и да, получится. плюс 10%. Отлично. Вот. Еще знаешь, что хотел у тебя спросить? Вот сейчас большой спрос, много сюда приезжает с разных стран, и вот эта вся история вокруг крутых тачек, бренда Дубая, да, там, ну, какого-то блогерства. И я слышал, что много есть мошенников, да, которые могут взять деньги, но по факту потом машину по каким-то причинам не отправить. Вот ты сталкивался с таким? У нас было такой моменты, потому что клиенты, которые нам звонят, они говорят, я покупал машину такого человека, ты знаешь. Он говорит, ты же уже давно на рынке. Я говорю, как я знаю? Я не знаю этого человека. Ты мне скажи, какая компания? У него, оказывается, нет компании, нет лицензии. Он просто как, скажем, блогер. Фрилансер. Фрилансер, как брокер, то есть говорит, ребята, вот я в Дубае, я занимаюсь автоподбором, люди отправляют деньги. Если он опытный, он может покупать в тех местах, где оптом, да, и предлагать клиентам оптовую цену. А если он неопытный, то он попадает, во-первых, при оформлении документов, если, не дай бог, неправильно оформляет, то будет растаможка дороже. И даже когда пересекает границу, можно даже машину обратно отправлять. Такие случаи были, да, ты мне рассказывал? Да, были. Ну, то есть человек, получается, ждет машину долго, Да. платит дополнительные издержки логистическим компаниям, и все это... Помимо того, он, если покупает машину не с тех местах, то даже машину не отдать ему. То есть. Ну, кстати, да, я лично проверил, что у Хайтмурата все документы в порядке. Лицензия, кстати, лицензия у тебя Джебель Али Фризон. Да. Джебель Али Фризон, почему? Потому что Джебель Али Фризон на мой, значит, вид деятельности полезно и выгодно. Вот, я могу взять... Как они между собой Потому что соотносятся в Дубае? Джебель Али Фризон, смотри, все наши автомобили, они стоят в порту Джебель Али. Приходит в порт. Да. И нам дают большую площадку, где мы можем поставить свои машины. Это раз. Во-вторых, вот где Дубай Автозон, она принадлежит к Джебель Али. Это дочерняя Фризона, Да. Джебель Али Фризон. И за счет этого можно в шоурумы выставлять машины здесь. Все правильно. Удобно. Да. 2 в одном. 3 в одном даже. Ну, то есть это еще один лайфхак, да, для тех, кто, ну, может быть, я не знаю, будет твоим конкурентом в последующем, да, ну, я считаю, что конкуренты – это партнеры, да? Знаешь, это партнеры, и не все деньги не зарабатываешь. Вот. Поэтому Поэтому, если кто-то решит, то вот такая еще опция, лайфхак от Хайтмурата. Открываем компанию в Джебель-Али, получаем возможность выставочного шоурума Дубай в Автозон. Дубай Автозон. И получается, там храним, здесь показываем, все работает, и Да. без налогов Да. отправляется Мы даже за можем рубеж. сопровождать таких новичков, скажем, как правильно оформлять документ, как Такой тоже подсказывает. Да. Какую логистическую компанию выбрать, кто, значит, на рынке 15 лет, кто на рынке там только 2-3 года, вот, кто безопасно доставляет, с каким путем. То есть мы подскажем, потому что много клиентов физически не можем обслуживать. Если будут конкуренты, скажем, то они наши партнеры, то есть мы с радостью поможем. Это самая правильная стратегия. Единственная деятельность, которая разрешена во Фризоне, должна быть связана обязательно с торговлей автомобилями, либо с сопутствующими сервисами, такими как страхование, ремонт или техническое обслуживание автомобилей. Перед началом работы в Дубай Автозон необходимо подать онлайн заявление на регистрацию компании и получению лицензии, которая выдается обычно в течение 4-5 дней. Кстати, лицензию компании необходимо продлевать каждый год, об этом необходимо знать на входе. Минимальный уставной капитал 100 тысяч дирхам, это примерно 30 тысяч долларов. Возможное количество акционеров от 1 до 5. Мурат, расскажи, в чем отличие вашей компании от других подобных компаний, которые работают на рынке?
Ну, во-первых, у нас за плечами стаж, то есть мы уже 9 лет на рынке, знаем весь Эмират, весь рынок, знаем, как правильно оформлять, как правильно экспортировать. Второе – это прозрачность. Вот даже на моем YouTube-канале я всегда говорю, стоимость на сегодня такая, то есть отличие от других комплектаций, плюсы и минусы, все я прозрачно, открыто говорю. Третье – это мы оказываем услуги комплексные. То есть, условно говоря, клиент приехал в Дубай, он не знает, как покупать, где покупать. После того, говорим, покупали, не знает, как правильно оформлять документы. Потом будет он искать транспортную компанию надежную, которая перевозит автомобиль. И далее даже в случае повреждения или мятина, кто будет отвечать за это. Вот это все вопросы мы решаем. То есть, условно говоря, мы заключаем контракт, купля-продажа и экспедиторская услуга. То есть ему, в принципе, ничего не нужно делать, просто приехать. Все сделаете вы. Приехал, посмотрел машинку, заключил контракт, все, ждет машину дома. А вот ты еще говорил, что у вас есть такой типа тур, вы берете его, возите, показываете. Вот это, мне кажется, тоже очень удобно. И в принципе ваш подход, он соответствует позиционированию Дубая в плане оказания сервисов, да, в различных отраслях. Да. Но я думаю, это удобно. Если клиент первый раз приезжает в Дубай, он заранее нам говорит, вот у нас билет такого-то числа, приезжаем. И мы оказываем автотур. То есть наши... Так делают не все? Не все, да. Вот видишь, много автосалонов, они что делают? Они просто сидят, машину продают, клиент сюда сами приезжает, сами покупает и сами оформляют документы, и сами найдет транспортный канал, сами все это делают. Они здесь, условно говоря, просто продают автомобиль. А мы как бы сориентировались на СНГ, и у нас там есть представители и в Казахстане, в России, и в Туркменистане, в Армении, в Киргизстане в том числе. То есть мы делаем вот эту комплексную работу для комфортности клиента. Но я думаю, те, кто приходит к вам один раз, они, скорее всего, остаются, рекомендуют вас. Да? В этом Да, секрет успеха бизнеса. Да, у нас даже есть рубрика «Отзывы от клиентов» в нашем YouTube-канале. Ну, я, кстати, да, был участником этого месяц назад. А как вообще происходит вот эта вот логистическая цепочка, логистический процесс? Вы загрузили куда? В контейнер? Хороший вопрос, кстати. Во-первых, я бы хотел сказать время перевозка. Вот. Время перевозка из Эмирата, скажем, на все страны СНГ, это от 8 дней. Если это Армения, там, Мигри или Багратишин, то 8 дней. Если это Туркменистан, там, Ашхабад, то это 10-12 дней. Если это Казахстан, порт Актау, будь то это Казахстан, или Россия, или Баку. Там вот за Каспий там 3: Баку порт, Астрахан порт и Акта порт. То есть туда уже 15-20 дней. Это время перевозки. 20 календарных дней, да? Да. А если мы говорим уже на Узбекистан, 20-25 дней. Если мы говорим о Бишкек и Душанбе, Таджикистан и Киргизия, это по HD. В вагонах едет туда, и это от 35 до 45 дней. Вот. Это время перевозки. Теперь как машину мы отправляем? Отсюда машина грузится самоходом в корабль, это РОРО. Потом судно плывает в сторону Иран, там Бандар-Аббас, Бандар-Ленге, 2 порта. Принимает машину и грузится в трейлерах, далее едет в порт Анзали, это за Каспий. Порт Анзали опять грузится самоходом в корабль и едет это Баку, или Астрахан, или Актау, или порт Туркменбаши. Вот 4 порта там. Получается, они в контейнеры не грузятся, Да. с самоходом. Да. Есть еще услуга, скажем, VIP транс. Это значит, если это люксовый автомобиль или там вот такие дорогие машины, мы его упакуем полностью, то есть экстерьер специальной упаковкой, и мы его грузим на double space. То есть поблизости автомобиля не будет другая машина, то есть вероятность появления повреждения не будет абсолютно. Интересно. А что происходит, если, например, в процессе транспортировки случились какие-то такие Это хороший вопрос, истории, да. как И царапать даже, что-то да. еще? Смотри, когда машина приходит на СВХ, это Казахстан или Россия, клиент приезжает с оригинальным паспортом, чтобы забрать машину. То есть машина приходит, условно говоря, на его имя. Вот. И если там какое-то повреждение есть, он снимает нам видео с одним кадром. Вот шасси номер, вот автомобиль, вот я на СВХ, и вот такое-то повреждение. И мы оцениваем это повреждение сколько, допустим, $200, $500, и вот этот ущерб мы возместим. Как часто это происходит? Это от 1000 машин, где-то одна машина или 2 машины. Это очень редко. Да.
очень редко. Зимой это опасно, я это сразу скажу, потому что зимой трайлы едет медленно, там же снег попадает в дороги, а летом нету никаких проблем. Все понятно. А я всегда задумывался, как происходит транспортировка. И у меня, кстати, много спрашивают, как доставляете. Теперь я буду знать. Два варианта. Это Но один, не только я, все те, кто посмотрит наш выпуск. один вариант, это, как я сказал, в паромах, а второй по ЭЖД. По ЭЖД это отсюда в Иран, также с Ирана идет на Серакса, где у нас грузится машина в вагонах, и в вагонах по ЭЖД едет уже в Узбекистан, Туркмению, Душанбе, там, Таджикистан и также Кыргызстан, Бишкек. Спасибо тебе за то, что уделил время, показал все, рассказал. Лично для меня некоторые истории были открытием, хотя я здесь живу уже долго, да, и уверен, что тем, кто посмотрит наш выпуск, ну, это точно будет полезно. Для тех, кто будет покупать машину из Дубая, да, для тех, кто хочет открыть бизнес, связанный с автомобилями в Дубае, там, по всему миру, ну, точно будет полезно. Так что вы обязательно пишите в комментариях, я оставлю ссылочку на канал Хайтмурата, на его Инстаграм, там можно в режиме реального времени постоянно получать информацию. Кстати, Хайтмурат очень много снимает, постоянно делает какие-то обзоры, и этим он качественно отличается от других, кто работает здесь, в Дубае, связано с автомобильным бизнесом. Спасибо. Сегодня мы вместе с вами постарались разобраться в том, как работает автомобильная индустрия Дубая. Посетили фри-зону Dubai Автозон, узнали о ее преимуществах и о том, как открыть там компанию. Поговорили с действующим предпринимателем, который занимается продажей автомобилей, и узнали о всех тонкостях его бизнеса. Если у вас остались вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Не забывайте ставить лайки, если вы еще не подписаны на наш канал. Обязательно подпишитесь, делитесь нашим видео со своими друзьями. Увидимся в новых выпусках. Пока!